Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео: какая вы в глазах окружающих? Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент, на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на такой крошечной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Золотое Таро. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад. Вы куда-то рветесь, прорываетесь сейчас. Пока медлите, у вас мысли, но внутри это скорость, и есть какие-то мысли, и есть какая-то собранность. Человек здесь склонен к накопительству, к материальному, к заработкам. Человек, который не упустит каких-то заработков, возможностей, связанных с деньгами, с финансами. Добивается всего сам. Здесь мужские сразу энергии выходят. Если смотрит мужчина, это касается вас. Если смотрит женщина, то женщина такая боевая, крепкая, стоит двумя ногами на земле, не летает в облаках. Здесь не о романтичности, здесь о какой-то стабильности, о каких-то делах. Характеристика мужская. Что касается чувств, делали вам чувства больно через вашу какую-то силу. У кого-то здесь закончились чувства и отношения. Почему закончились? Потому что здесь могло касаться каких-то финансов, денег. Или могло быть расставание из-за финансов. Также здесь могло быть расставание, которое потерпело какой-то крах, финансовый крах. Или вы понесли какие-то убытки. Вы человек такой прямолинейный, прямой. Сказала, сделала, и вы от людей такого же требуете отношения. Четкость, ясность, порядок, контроль над собой, дисциплина. Здесь все по списку. Захожу в магазин, у меня список. Ничего лишнего. То, что надо, куплю. Здесь такая и проницательная, и женщина, у которой интуиция хорошо очень работает. Обособленный, отделенный от всех. Любите находиться наедине, или, может быть, сейчас находитесь наедине с собой. До вас пытаются достучаться, а вы вне зоны доступа. Возможно, у кого-то сейчас какая-то обида, или прогрессирует эта обида. У кого-то может прогрессировать какое-то болезненное состояние. Будьте аккуратны, бдительны и, возможно, проведите какие-нибудь профилактические меры. Здесь может даже речь идти о усталости, потому что много работаю, зарабатываю. Возможно, здесь у кого-то несколько источников заработка, или же вы хотите несколько источников этих заработков. Вы к этому стремитесь к какой-то стабильности, независимости, финансовой независимости. Вы не хотите полностью зависеть от кого-то материально. Для вас важен финансовый фундамент. Такая женщина, она не боится в горящую избу заскочить. Здесь нету страха. Здесь есть, скорее всего, даже сила, накопленная сила. Накопленная со временем и накопленная опытом. Человек, который сейчас на что-то откладывает или копит, инвестирует во что-то. Вы умеете зарабатывать. Еще характеристика ваша. Иногда деньги для вас, вот знаете, вы работаете, и вы не знаете времени. Просто вы не замечаете время. Вы пашете на износ. Скорость присутствует какая-то в работе, что касаемо работы. Что касательно мыслительного процесса, это медленно все, но верно, потому что вы все очень тщательно продумываете. Вы без плана, без продуманного чего-то, вы вперед не идете. Вы сначала пишете какой-то план, проработаете какие-то свои действия, отчеканите себя. Потом вы начинаете действовать. Показывают ваши какие-то дальние дороги или важные, главные дороги. Они все, ангелы-хранители за вами стоят. То есть какой-то определенно здесь есть и напутствие, и помощь, и охрана. Очень вы сосредоточены сейчас на каком-то обучении, чему-то учитесь. Также здесь это может быть связано или с красотой, или же здесь еще может связано быть с психологией. Кто-то просто любит психологию, какие-то психологические трюки, почитать о чем-то, посмотреть. Также здесь показывают, вы о себе не забываете, любите себя, возможно, ухаживаете за собой. Я бы сказала, человек, который выглаженный, вот так вот, вылизанный. Человек, который все смотрит под микроскопом на себе, разглядывает. Врожденная красота, и внутренняя красота, и внешняя красота. Вы чем-то можете и недовольны быть собой во внешнем плане, хотя у вас все в порядке. Вы очень дьявольски обольстительная для мужчин, для противоположного пола.
После себя оставляете определенно какой-то след. Здесь, возможно, даже могут смотреть меня и роковые женщины, кармические женщины, которые приходят в жизнь не просто так, а для того, чтобы с вами человек прошел какой-то урок для себя, что-то, истину какую-то понял, осознал. Возможно, даже вот последние отношения, которые закончились, они были для кого-то, вы подарок судьбы для кого-то были шансы на то, чтобы что-то исправить. Но человек ими не пользовался, не прошел урок. Вы пошли дальше. Вы смотрите в другую сторону. Но вы знаете, в принципе, человек, который долго не церемонится. Здесь момент есть каких-то конфликтов, до сих пор незабываемый конфликт. Вы еще помните о каком-то конфликте, печалитесь об этом из-за какого-то, здесь мужчина какой-то незрелый. Если с вами проигрывает, давайте смотреть дальше. Сейчас такое состояние жертвы, подвешенная ситуация, может даже какая-то критическая ситуация. Обездвиженная ситуация. Если с вами резонирует портрет, смотрим, какая вы в глазах окружающих. Хитрая. Вы человек, скорее всего, знака Земли. Здесь могут проходить, но я не буду привязываться к знакам. Здесь есть такой консерватизм вашей характеристики, устойчивость, серьезность такая, дисциплина. Но вы умеете проецировать чувства только тогда, когда вам что-то нужно, или вы к чему-то стремитесь. Если вы стремитесь к любви, вы будете милой и приятной. Но в большинстве своем случаев в жизни вы будете более такая консервативная, четкая, резкая. Вот в какой-то степени может тут быть и такие женщины-диктаторши, самовластные такие, которые руководят процессом, семьей и так далее, которые главные в семье или, скорее всего, в равенстве с кем-то, находясь в отношениях. Вас видят романтичную, да, вы очень тщательно умеете, я бы сказала, скрывать какие-то свои и недостатки, очень тщательно. Также вы человек, вот смотрят на вас, вы такая бойкая женщина, палец в рот не клади, можете и заступиться за себя, можете дать сдачу, больно, ресурсная очень, но, да, здесь вот чувство такое складывается, что у вас постоянно что-то просят, и момент какой-то может даже быть корысти. Притом считают, что вы человек, который может помочь и финансово, или каким-то отдельным советом. Видят вас очень такую глубокую женщину, проникновенную, в основном в одиночестве, когда вы одна постоянно, или уединяетесь часто, да, вот вроде вы пришли в компанию, но вы где-то в уединении сидите себе и за всем наблюдаете. Возможно, даже и правда наблюдаете, слушаете. Но вы любите тоже и пообщаться. В принципе, здесь не молчаливый человек, здесь общительный человек. Опять-таки, здесь общение идет как будто бы не то что насильственно, а вот когда вам что-то нужно. Вы умеете переобуваться быстро. Умеете входить в любой коллектив, умеете договариваться, заключать какие-то партнерские, возможно, взаимоотношения. Очень быстрая вы и активная, все вы успеваете. Притом остаетесь красивой. Тут даже люди смотрят, вот у нее 3 детей, а как она так хорошо сохранилась. Или женщина, которая очень молодо выглядит. Или, да, здесь еще момент такой, не или, а вот именно и то, и то. И вы еще сексуальная очень, работящая очень. Все ресурсы вы держите в своих руках. То есть не кому-то их отдаете, а в своих руках держите. Не по годам умная. Вас, возможно, даже в детстве считали, что вы очень такая прозорливая, любопытная и умная. Да и сейчас могут считать, что вы такая. Все дети как дети, а вы уже гиперинтеллект. Видят вас в отношениях, в семье. В принципе, да, вы такая семейная, домашняя женщина можете быть. Влюбчивая, но вот если вы входите в какие-то отношения, вы отдаетесь на все 100%. Здесь о вас так думают мужчины, что вы отдаетесь на все 100. И вы же и хозяйка, вы же и свободная. Вот так вот себя проецировать умеете. Вы постоянно уединяться любите, наедине с собой побыть. Вы даете кнут и пряник в отношениях. Не только люблю розовые очки, вы еще и даете кнута, чтобы не расслаблялся. Возможно, даже не только в чувственных отношениях, любовных. Это может быть и в дружеских отношениях. Вы за всем смотрите, наблюдаете, не даете спуска, чтобы вас обманули и так далее. Вы очень аккуратны.
И здесь видят вас, что вы аккуратничаете или перепроверяете что-то. Притом, знаете, тут кто-то считает, что вы, возможно, в любви потерпели поражение или вас кто-то обидел. Возможно, это так думает тот, кто вас очень хорошо знает или кому вы делитесь информацией о своей личной жизни. Да, бываете обидчивы, но если вы обидчивы, то это все. Вас лучше не обижать. Здесь такая есть и логика в вашей обиде. То есть вы не просто обиделись, вы обязательно это озвучите. Почему? Вы еще человек, который умеет доказать то, что нельзя доказать другим. Что еще посмотрим? Очень умеете словом сильно влиять на общество, я бы сказала. Менять сознание человека и жизни людей. Скорее всего, кто-то о вас даже так отзывается, что вы поменяли чью-то жизнь. Какая вы в глазах окружающих. Здесь про ресурсы много. Что вы очень работоспособны, готовы зарабатывать, пахать день и ночь. И здесь это видно. Притом вы человек и набожный, или святой, или человек, который соблюдает какие-то традиции. Вы знаете, вы такая очень аккуратная, поправляетесь всегда. Да, работящая очень она. Она и ресурсная, и работящая, но нельзя в ее кошелек лезть, иначе может быть какой-то конфликт. То есть вам в карман просто так не залезешь. Должен быть определенно какой-то повод, какие-то доказательства. Здесь прям все так четко, знаете. Вы просто так деньги не даете, потому что они вам достаются с трудом. Или же вы их сама зарабатываете. В целом вы цените свой труд, цените себя. И видят вас, что вы всегда побеждаете. Что бы вы ни начали делать, у вас всегда все идеально получается. Я бы сказала, даже не к чему подкопаться. Знаете, вы такая вкусный плод, но очень вкусный плод, но с шипами. Здесь даже видят этой женщины, что она классная, она четкая, да, такая. Я бы хотела тоже быть такой же, но у вас есть шипы, что вы не такая налево-направо, розовые очки, поехали. Нет, вы женщина, которая, вот знаете, взамен требует то, чего она требует. Вот у каждого оно опять-таки свое. Кто-то, например, финансы, заработки, да, кто-то послушного отношения к себе, а кто-то все и сразу. Вы подпускаете к себе тех, кому можно доверять, и люди это понимают, что вам нельзя солгать, вас нельзя подвести, иначе будет потоп, иначе вы отомстите или прилетит что-то им. Здесь были какие-то конфликты, и люди вас даже в этих конфликтах боялись. Боялись, возможно, может, даже вашей мести. Здесь, кстати, страшна ваша победа. С вами бороться бесполезно, вы всегда в выигрышной ситуации выходите, потому что вы топите до дна, топите до самого ядра, понимаете, вот так вот. Кто-то вас здесь может называть, знаете, вот она как крыска, все в дом тащит, зарабатывает все в дом или все себе. Это не эгоистка, это вот именно человек, который склонен к накопительству, чтобы у него все было, да, вот такой вот человек. Видят вас окружающие, видят также, что вы любите хорошо одеваться, вкусно поесть, возможно, даже не просто одеваться, а качественно одеваться. У вас очень, я бы сказала, такой острый, знаете, не острый, а такая есть щепетильность, вкус, притом и вывод ко всему, даже вот ниточка торчит, да, она вас раздражает. Вот будет торчать у вас где-то ниточка, она будет вас раздражать. Вы ее в любом случае найдете ножницы, чтобы ее выщипнуть, выдергнуть или отрезать. И ко всему вы так относитесь, к работе, к отношениям тоже очень щепетильные. Вы не допустите, вот знаете, тут кто-то, возможно, о вас уже обжегся из-за какого-то обмана, и вы очень четко себя в этом плане показали, что со мной так нельзя. Да, или как-то себя определенно повели, стали делать, что хочу. Например, человек вас обманул,
да, и все. И тут, как говорится, поезд сошел с рельс. Вы поехали в другую сторону или, возможно, даже стали себя вести не так, как человек привык или как ему нравится, да, стали вот показывать свои шипы. Здесь такая ваша характеристика. Здесь в какой-то степени кто-то, кто слаб, может, находясь в ваших отношениях, с вами в отношениях любовных, может считать, что у вас сложный характер или с вами не расслабишься, не расслабишь булки. Также здесь кто-то может считать, находясь с вами в отношениях, нужно много вкладываться, нужно много очень зарабатывать. И быть таким же трудоспособным или даже больше. Также здесь люди, знаете, что замечают, что вы бываете придирчивы иногда, с таким давлением давите, или когда что-то объясняете, такое чувство, что вы давите. Притом вы, если объясняете, то объясняете досконально, четко, понятливо и доходчиво. Вам нравится учить, но обществу это не нравится. Когда их учат, они чувствуют себя сразу же в глазах ваших глупыми какими-то. Здесь опускается самооценка, и вот это бесит. Раздражает людей, я бы так сказала. Вы еще человек, который, что в вас нравится, вы все делаете вовремя. Вы даже вот как предупредите заранее. Притом кто-то и обидится, но потом поблагодарит обязательно вас за это. А кто-то вам реально благодарен, вас очень сильно любит всем сердцем. Тот, кому сейчас очень тяжело без вас. Кто это? Здесь сочувствовал, здесь мужчина. Проявление вашей силы здесь какой-то показывает, разрушили отношения, возможно. Человек даже пытался как-то врать, выкручиваясь от вашей силы. Да, здесь показывают, что вы были в отношениях с мужчиной, он чувствовал от вас какое-то давление. И из-за этого давления ему приходилось врать, много обманывать, дабы победить вашу вот эту силу или вот как-то не нарываться на скандал. Вы очень красивая женщина. Такой женщины больше нет, вот как он считает, во всем мире. Она одна единственная такая. Та женщина, которая дарила именно не просто любовь, а вот здесь какие-то определенные такие высокие ритмы и импульсы. То есть у человека билось сердце. До сих пор бьется по вам это сердце. Он с вами был счастлив. Сейчас же человек находится, знаете, в такой некой... Ищет это счастье или ищет замену этому. Но все как будто бы тщетно, да, не получается найти замену вам. Нет таких женщин, как вы. Определенно здесь есть такое, что как-то несерьезно относился, и вы обрубили отношения, возможно, сами их закончили или ушли. У кого-то здесь такое есть, что мужчина незрелый был в отношении вас. Вы вот какая-то, выходите, сколько бы вам лет не было и ему, вы старше, вы всегда старше, мудрее, умнее. Знаете, возраст, он не в паспорте, возраст, он в душе. Да и, в принципе, в интеллекте тоже. Какая вы еще в глазах? Хитрая лисица. Здесь, смотрите, кто-то конкретно и говорит об этом, не только думает. Что вы, знаете, все делаете ради денег. Или же вы очень, я бы так сказала, падки на деньги, слабые или готовы на все, да, идти по головам даже. Да, и вы добиваетесь, чего хотите. Здесь присутствует и ваша какая-то харизма. Здесь в бой идет все. И ваша харизма, и ваш какой-то интеллект, ваши какие-то знания. Притом вы
готовы пахать на убой. Да, вот разбиться об стену, но добиться. Вот такая вы пробивная, и у вас получается. Люди замечают со стороны, что все, что вы бы не захотели, вы получаете. У вас очень хорошо работает голова, я бы сказала. Вы вовремя умеете сориентироваться в любой ситуации. Вот даже в сложных ситуациях как-то или быстро, или вовремя. Притом, знаете, здесь пахнет вашим каким-то интеллектом и такой глубокой моралью. Здесь аж пронизывает. Вы, возможно, и в школе были всегда на первых местах или опережали кого-то. Здесь, может быть, кто со школьной скамьи вспоминает о вас, думает и знает о ваших качествах, что вы всегда побеждаете и до сих пор побеждаете. Вы на высоте. А также здесь человек, вот как вас считают, что вас очень сложно с вами конкурировать, потому что вы будете топить, я говорю, до последнего. В принципе, таким макаром, вот как здесь, да, по вашей характеристике, они говорят о том, эти люди, что вы бы уже давно могли бы добиться в чем-то успеха. В принципе, у вас есть на что-то перспективы или таланты. А вы стремитесь к переменам, у вас постоянно в жизни что-то меняется, у вас не жизнь, а кураж какой-то, да, у вас постоянно какая-то движуха. Вы это все получаете, какие-то именно дары от жизни, возможности и так далее, из-за вашего характера, из-за какой-то даже, я бы сказала, легкости и пофигизма. Есть у вас такое, притом я думаю, что люди-то смотрят это внешне, что вы такая легкая, ну это и хорошо. С другой стороны, да, здесь не так-то просто вам все достается, а людям кажется, что вы это достаете все легко, потому что вы ко всему относитесь как-то пофигистически, пофиг, вот как-то так, и поэтому получаете, притом очень сильная. Я говорю, с вами бороться бесполезно, вы все равно выиграете. Будь это какой-то бой, да, интеллектуальный или физический, вы топите до последнего. Вы даже уже будете ползти, но я говорю, то, что вы последний нож воткнете. Вот такая вы. У вас постоянно какой-то в жизни выбор. Люди это видят. Или же здесь может касаться отношений, что вы пока находились в отношениях, мужчина думал, что у вас уже какой-то был выбор. Притом вы что-то продумали заранее, вы хитра. Знаете, здесь могут думать, что у вас очень много поклонников, и поклонники ваши какие-то богатые. Смотрите, что здесь говорят, то, что вы можете... Вот говорят, что она из-за денег пойдет по головам, да, она любой ценой достанет деньги. У вас есть определенные принципы, здесь такая у вас серьезность присутствует, но люди замечают здесь другую картину. Здесь видят, что вы красуетесь, вы вот как продаете себя. В том плане, что если вы на себя надели какой-то наряд, вы одели его не просто так, ради того, чтобы к себе кого-то приманить. Вот именно приманить, заманить в свои сети своим внешним видом и богатого. Вы любите стоящие вещи, и вы понимаете, вот как люди думают, что она одевает эти вещи для того, чтобы найти достойного, а достойного это значит богатого. Хочется сказать, со стороны виднее, да, люди больше знают о нас, чем мы сами. Здесь все по-другому, вообще перевернуто все. Здесь только иллюзии, здесь люди собирают внешний портрет по внешнему виду. В принципе, даже и портрет ваш по внешнему виду собирают, понимаете? Здесь нету каких-то фактов конкретных. Здесь вот человек что-то увидел, да, и сам додумал. Сам пририсовал вам что-то, да, какие-то качества или приписал. Также как будто бы за ваше сердце борются несколько человек. Вот вы такая дама, за которой бегают мужчины и еще при том борются за вас.
Вы очень красивая, очень красивая. Здесь даже женщина, знаете, вот она, кто-то вас знает, кто знает, считает, что у вас естественная красота, что вы, потому что вы ухаживаете за собой или соблюдаете какие-то правила, может быть, даже диету, например. Окей. Смотрим дальше. Надеюсь, сегодня звук у нас хороший. Извиняюсь за вчерашнее видео. Вчера у меня шалил микрофон. Он не был тщательно присоединен к камере, поэтому так вот. Какая вы в глазах окружающих? Еще смотрим. Бойкая, активная, в движении, неуловимая. Блин, кто-то вас хочет поймать, с вами поговорить, по душам, посидеть, чай попить, возможно, знаете, а вы куда-то исчезаете из поля зрения этого человека. Возможно, у вас даже, вот как вы говорите, постоянно нету какого-то времени. Постоянно находитесь да, в каких-то заработках, работах, делах и так далее. У кого-то есть ответственность, возможно. Вы счастливчик по жизни. Здесь вам постоянно фартит, везет. Вас видят вообще женщину, у которой в какой-то степени задрот нос. Да, здесь такая гордыня, у нее гордыня, или она очень гордая. Также здесь я бы подчеркнула еще то, что люди это видят со стороны, что вы горды, но вам есть за что гордиться. Бывает, у людей ничего нет, но они задирают нос, да, или вот здесь женщина, которой есть за что гордиться, да, вот как заслуженное что-то. Вы работали много, и вы получили много. Поэтому, то есть в какой-то степени даже уважают вас. Видят вас даже на сегодняшний день какой-то уставшую. Вы устали от чего-то. Возможно, изматывает вас семья или какие-то семейные в целом хлопоты. Да, вы постоянно привязаны к семье. Вас поэтому очень сложно вытащить. Или в отношениях вы находитесь. Также здесь видят, что вы очень такая и заботливая мама, да, или более домашняя, домосед. И вас очень тяжело выпнуть из дома. Притом здесь еще говорят, что вы, возможно, в обществе мало говорите, но в кругу семьи обсуждаете всех. Так вот. То есть вы открываете рот только дома, потому что не доверяете обществу или окружающим, чужим людям. Женщина, которая всегда в ресурсе будет, а вы никогда, вот люди смотрят на вас, вы никогда не останетесь без хлеба или в плохой одежде. Вы всегда во всем у вас классно. Да, и внешний вид, и на столе, как говорится, в холодильнике, да, полон стол еды, или у вас только качественная вкусная еда, потому что вы очень активные и, вы знаете, любопытные. Если у вас не будет деньги, вы будете интересоваться чем-то, где их заработать больше. Также вы человек, который не будет держаться за 3 копейки. Вот так вас видят. Вы знаете себе цену. И вы знаете, если вы, например, выставите что-то продавать, это будет очень дорого, потому что вы это цените и уважаете себя, свой труд, свое время. И вы выставите что-то дорого. Пусть это даже картина. Вы же старались, вы рисовали ее, и вы выставите ее дорого. Здесь вы не стыдитесь денег, не боитесь денег. А деньги поэтому любят вас. Кто боится и стыдится денег, у того их нет. Вот помните такое правило, на самом деле, когда мы начинаем вот как-то бояться денег, бояться богатых мест, дорогих магазинов, или там богатые только ходят, то, как правило, мы не ухватываем эту денежную энергию. Хотите быть богатым, находитесь там или дружите с теми, кто богатый. Они многое знают, они многому научат. Это дело не о том, что вы будете у них что-то просить, и они как-то вам помогут. А дело в том, что определенно здесь есть то, как они себя ведут. И вы, хотя, не хотя,
Вы на подсознании будете вести себя так же, как и они. А это все вырабатывает определенно и какой-то склад ума. А склад ума вырабатывает именно какие-то идеи, возможно, или уже из пространства берет какие-то возможности и использует это и получает ресурс. Это все цепочка, это все цепочка. Здесь еще показывают, что вы женщина, у которой есть буквально все. И внешний вид, красота, да, и деньги, и ресурс, и семья, и, возможно, даже какие-то счастливые отношения. Вам вообще, в принципе, везет. И, знаете, здесь как женщины могут рассуждать о том, что вы, если вы кого-то потеряете, вы всегда его замените. Вот так вот. Незаменимых для вас нету. Притом вы человек, всегда вас замечают в каких-то отношениях, или вы человек, который любит наполняться любовью, заниматься любовью, да, вот такая вот страстная, чувственная. В принципе, оно видно, проявление любви. Но внешне, да, вот как вы можете это скрывать под какой-то маской или, да, своей такой холодностью. Притом кто-то чувствует или, зная вас, понимает, что вы очень такая страстная натура, харизматичная в какой-то степени, веселая. Да, всегда вас видят в победе, победителем, воином каким-то. Также вы готовы действовать и в одиночестве или идти против толпы в одиночестве. Вот если у вас есть какое-то свое мнение, и если многие с этим мнением не согласны, вы не пойдете на попятную, да, навстречу. Вы скорее будете свою точку зрения отстаивать, опять говорю, до дна, до самого. То есть пока не отстоите. А если, опять-таки, вы чего-то не добьетесь, вы развернетесь и уйдете. Оставите этих, как говорится, баранов на том месте, где они стоят, и все, и пойдете дальше. Это бесполезно, вы понимаете. Здесь включается и логика. Вы не стараетесь с людьми как-то бороться, забарывать их. Вот вы высказались, если кому-то чего-то не нравится, вы развернулись и ушли, все. Да, и вы остались сама при себе. Вот так вот. Но все же, да, у вас есть такие лидерские качества, и как замечают вас, вы любите быть в победе, вести все до выигрышного конца, выиграть, победить. Знаете, здесь кто-то может думать еще, что вы завышаете свою самооценку из-за ваших внешних каких-то данных. Вы не то что цените себя, а люди видят, что вы знаете о том, что вы очень красивая. Возможно, даже это подчеркиваете. Или подчеркиваете поведением своим, или вот как-то определенно одеваетесь. Да, если у вас пышная грудь, вы обязательно оденете декольте поглубже. Вот как-то так. Если у вас красивый голос, и вы умеете петь, вы обязательно что-нибудь будете напевать. Ну вот как-то самовыражаетесь. Притом вы женщина, которую сложно вообще добиться. Особенно мужчинам, да, вот у вас очень много таких качеств, и чтобы вас добиться, нужно соответствовать вашим качествам этим. Тоже быть каким-то не простачком, да, а однозначно нести в себе чего-то большее, нежели вы имеете. Только тогда можно вас добиться. А с пустыми карманами, вот как говорится, не то, что с пустыми карманами касается денег в целом, да, ничего не умеющие, навряд ли получится вас добиться. Вы еще такая женщина, здесь определенно думает о вас мужчина, что вы можете поматросить, как говорится, и бросить, воспользоваться и оставить. Вот так вот. Да, если вам это будет как-то невыгодно, у вас всегда найдется замена. Кстати, мужчины понимают, что вы всегда можете найти себе замену. Вы вот как-то не то, что не дорожите отношениями, вы просто не держитесь за некачественные отношения, вы их отпускаете.
У вас есть воспоминания из прошлого, возможно, даже о каких-то сложных отношениях, и вы очень многое в себе проработали. Люди даже видят ваши изменения, как вы очень сильно изменились. Вы не такая, вы уже не такая. И вам можно верить при том. Вы потерпели какое-то поражение в прошлом. Вот знаете, тут еще со стороны такое идет, что вы для людей, как они замечают, что вы скрываете какие-то недостатки или какие-то погрешности, пытаясь во всем быть идеальной или настолько ко всему быть щепетильной. Вы скрываете именно тем самым какие-то свои погрешности или сомнения. На людях вы кажете человеком, который никогда ни в чем не сомневается. Но кто-то вот понимает, что вот она себя только так проецирует, на самом деле она очень сомнительная. Это все маска, она врет. Вот так. Вы скрываете какую-то боль, но вы очень тщательно это скрываете. Вы не показываете. Вы, возможно, даже улыбаетесь, хохочете, да, пытаетесь именно показаться оптимистичной такой, активной, веселой, что у вас все хорошо. На самом деле здесь какая-то боль. Кто-то это или понимает, или чувствует. Возможно, может быть, даже те, с кем вы поделились о своем горе. Я вам скажу, мужчины в вашей жизни – это горе, финансы в вашей жизни – это радость, это счастье. Да, как бы это ни звучало, может быть, грубо или меркантильно, но здесь именно важную роль сыграют в вашей жизни деньги, нежели мужчина, нежели любовь. Ни за кем бегать не нужно нигде вам искать ее. Любите себя. Вот любите себя так, как любить бы мог вас тот мужчина в ваших представлениях, который идеальный мужчина. Да? Вот так же к себе относитесь, и вы почувствуете, где эта любовь на самом-то деле. Представьте, что о вас заботится мама или о вас заботится муж. И это вы сама в этом лице. Себе купить цветы, себе купить подарок, себе сделать приятное. Постарайтесь это делать на каждодневной основе. Не то чтобы покупать себе цветы, а может, да, если позволено, и если есть на это средства. Какие-то радости. Пусть даже выйти и на солнышко прогуляться с собачкой или просто оглядеться, сходить в кино, сходить к подругам и так далее. Каждый день какая-то должна быть здесь радость. И вы поймете, в чем счастье. Счастье не в мужчине, а вы можете, кстати, здесь момент разбитых каких-то отношений или какого-то вот горя от ума. Да? Вот вы хотите, чтобы вас человек любил так, но он поступает и иначе. То есть он не соответствует каким-то вашим требованиям. И, соответственно, вы разочаровываетесь, обижаетесь. Возможно, здесь могло быть и предательство, измены. И вы вот как-то разочаровались, в принципе, в целом в мужчинах, да, или в ком-то определенно. Но здесь были какие-то завышенные требования. Или присутствует та самая щепетильность в этой любви. Поэтому оно не так, как вы задумали. И из этого разочарования происходит. Вообще, в принципе, тут вы хоть и общительная, но все, что главное, вы всегда скрываете. Вот люди считают, что вы какая-то скрытная. Что касается личной жизни, например, вы не особо делитесь, да? Вы можете о чем-то бытовом поговорить или пошутить над чем-то и так далее. Ну, о чем-то таком неважном. А что касается серьезного или поделись своим успехом в плане секретами успеха, вы никогда не скажете, вы тщательно скрываете. Вот даже вы что-то вкусное приготовите, вы никому не расскажете.
Вы держите секрет. Не обязательно это блюдо или что-то. Вы соблюдаете здесь какой-то секрет. У вас есть свои какие-то секретики, секреты омоложения там, и так далее. Секреты классно выглядеть или еще какие-то. Но если человек обратится за помощью, да, или в принципе поделится какой-то своей историей, вы человек, который протянет руку, да, вы поможете дельным советом. Но это может иногда выступать как давление, как будто бы вы давите или заставляете человека сделать то, что, по вашему мнению, считается, поможет ему. Вы, кстати, очень много помогали людям. Я бы сказала, вытаскивали даже из каких-то бед, огня, или же вытаскивали из того света. Вот момент здоровья, вовремя вызвала скорую или от какого-то нападения и так далее. Но вы здесь спасали, вот я бы сказала, крылом прикрыли, захоронили чью-то жизнь, спасли чью-то жизнь. Вы знаете, вас жизнь за это наградила, вам жизнь за это что-то дала, возможно, какую-то даже возможность, крупную возможность. Совершайте именно искренне добрые поступки, и у вас все будет. Считают, что вы очень, знаете, такая... Вот вы будете сидеть общаться и между делом дополнительно еще работать, зарабатывать или не упускать денежные возможности во время разговора. То есть вам звонят клиенты, вы отзоветесь, напишите, да и в принципе замечают вас, что вы вот как чуть ли не кланяетесь деньгам. Или деньги для вас превыше. А в вашем случае деньги для вас это решение своих каких-то проблем. Или момент безопасности или стабильности. Вот о чем-то таком. А не о том, чтобы заработать больше всех или стать круче кого-то-то. Нет. Здесь не на опережение, здесь не на борьбу с кем-то или доказательство чего-то в чьих-то глазах. А это вы делаете для себя, для своего обеспечения, для своей безопасности, для какой-то своей стабильности. Для вас это моральная стабильность. Деньги для вас это моральная стабильность. Вы понимаете, что когда у меня много будет денег, или когда у меня много денег, я чувствую себя спокойно, у меня ни о чем не болит голова. Я могу расслабиться, я могу... Даже здесь человек все равно будет работать. Вот даже вы и много заработаете, у вас нет остановок, вы будете все равно дальше продолжать работать. В принципе, в какой-то степени для вас это деньги, это игра. Или же, да, вот... Деньги и безопасность для вас. И вы знаете, вы, когда работаете, вы не замечаете, как пролетает время. Вам плевать. Вы даже можете не есть, не спать. Но если есть куш железа, пока горячо, если есть возможность заработать, вы будете пахать. И люди в вас это видят. Также видят то, что у вас не все хорошо сейчас в жизни, и вы это тщательно скрываете, не рассказываете. Ну, потому что пойдут какие-то сплетни, да, или может обернуться ситуация против вас. То есть то, что вы расскажете. Да, это, или может это быть потом вот именно какой-то ключевой завязкой, за что зацепиться, или шантажировать вас и так далее. Какая вы в глазах окружающих? Опять деньги. Ресурсная очень. Вы умная по поводу... Знаете, не то, что умная, вы знаете, как заработать. Вы знаете тайны денег. Вы знаете, какие-то у вас есть секреты, связанные с заработками. Вы умеете зарабатывать не просто так, а вот чем-то вы пользуетесь, обязательно каким-то руководством или какую-то книжечку там прочитали. Может быть, даже книга о Стиве Джобсе или вообще, в принципе, о миллионерах и так далее. У вас есть какие-то секреты. А у вас тут
Скорее всего, это мужчина, да, в глазах мужчины или мужчин в целом. Вы такая таинственная женщина, загадка. Хочется разгадывать, хочется вкусить. Но вы такой, я говорю, запретный плод. Вкусный и запретный. Вы умеете защищать свои границы. Здесь, кстати, мужчины вас видят, она не легкомысленная. Она не налево-направо там раздвигать, как говорится, свои двери. А вы женщина такая серьезная, устойчивая, стабильная, продуманная при том и работящая. Но я говорю то, что вы очень и чувственная, но, говорю, запретный плод. Здесь, кстати, о вас очень часто вспоминает человек, от которого ребенок или от которого дети. Он постоянно в голове прокручивает мысли о прошлом, или вот как вы только что-то началось ваше знакомство, или как вы познакомились. Здесь есть какие-то такие воспоминания. Также здесь, у кого нет детей, здесь вспоминает ваш бывший, ваш бывший. Воспоминания о вашей первой встрече. Как вам было хорошо. Насколько вы человек теплый, приятный, дарованный Богом. И, кстати, даже если вы уже ушли из каких-то отношений, мужчина понимает, что вы дарованы Богом были. Человек не взял шанс. Сейчас только доходит, только сейчас что-то доходит. Что вы не просто так, да, появились в жизни. Возможно, было предательство или измена. Человек для себя очень много осознал. Он не хочет, знаете, здесь у кого-то может даже проиграться, он не хочет тех ошибок, которые вот были в каких-то отношениях. А для него отношения с вами, они ценные, эти отношения. И если в моей жизни будут еще шанс на возможность на такие отношения, или с вами, или с кем-то, то здесь момент такой, я больше не буду допускать каких-то ошибок. Определенно здесь есть урок, и человек осознал этот урок. Человек понял свою ошибку. Мало до кого доходит, да, мало кто осознает свои ошибки. Вот здесь человек осознал. Он хочет любить и быть любимым. Видит, что вы сейчас цветете и пахнете, что вы вот наполнены даже, я бы сказала, радостью. И такое чувство у человека, как будто бы, когда он был с вами, вы были более мрачной, такой грустной. Как вы освободились, вы, вот знаете, как крылья у вас появились, как птица в полете. Вы стали более такая легкая, улыбчивая, может быть, даже счастливая. Освободились от чего-то, обрели свободу. Обрели даже при том еще и победу. Сейчас вы добились того, на самом деле, к чему вы стремились, как он вас видит. Также видит вас, что вы в любой ситуации, где бы вы ни были, не находились, или сложная эта ситуация, вы всегда выпутаетесь, он вас знает. Притом вы находитесь на далеком расстоянии или, в принципе, держите интервал с этим мужчиной, не подпускаете. К вам хочется опять прийти. Он считает, что эта история еще не закончилась, еще будет продолжение, или, возможно, подвернется шанс или возможность, да, с вами снова войти в какие-то отношения. Вы очень сильно поменялись, но вы поменялись в лучшую сторону, как он считает. Здесь, кстати, человек проходится по вашей характеристике, возможно, не только в голове, кому-то и говорит о вашей характеристике, о ваших каких-то достоинствах, положительных достоинствах. В чем-то даже злится, возможно, даже кусает локоть сейчас, на сегодняшний день. О какой-то потере, да, может, даже потеря вас. Кусай, кусай. Едем дальше. У вас очень сильная вера.
у вас, я бы сказала, вы человек, который достоин, вот как многие считают, поклонения, да, поклониться вам. В плане того, что вы, возможно, кого-то выручили, помогли. Вы лечите души. Уберегли от какого-то конфликта или какой-то острой ситуации. Тут кто-то, вот хочется сказать, на вас уповает. Вы для кого-то, вот знаете, как находитесь в ряду со святыми. Да, вот есть святые, и вы вот наряду с этими святыми. Вам кланяться, на вас молиться, за вас, возможно, кто-то молится. Человек, который когда-то вас очернял или думал о вас иначе, да, в каком-то искаженном ключе, как-то плохо, может быть, даже негативно. Но сейчас человек понимает, что вы человек, которому надо целовать руки и ноги. Благодарен вам за что-то. Вы очень сильно помогли. Вы человек очень мудрый. Вы, кстати, растете, духовно очень сильно выросли. Такая женщина, с которой вот говоришь, и вас раньше, да, с вами раньше разговаривая, и сейчас вас не узнать. Вы настолько проникновенные и глубокие, вы настолько имеете в себе столько мудрой информации и делитесь с ней. Притом данная информация, которая проецировалась этому человеку, очень сильно помогла в его жизни или трансформировала его мышление. В целом трансформировала его. Да, происходили какие-то перемены благодаря вам. Человек вам благодарен. Человек даже, вот, знаете, я бы сказала, молится за вас. Какая вы в глазах окружающих. Тут ну, женщины вас опасаются, боятся вас. Притом вы и очень сильная конкурентка для женщин. Сердцеедка. Вы знаете, вы можете включать профессоршу, женщину, которой не интересна любовь, а интересные перспективы. Но на самом деле вы та еще штучка. Вы умеете, вот хочется сказать, совратить их муженька или ее партнера. Да, здесь определенно кто-то есть, кто смотрит на вас и считает, что вы не то чтобы уведете партнера, если вы захотите, вы можете совратить кого-то. И, знаете, здесь такая осторожность по отношению к вам. В какой-то доле даже женщина вас пытается копировать, быть такой же. Она тоже хочет владеть теми же качествами, которыми владеете вы. Да? Здесь момент такая, вы коварная женщина. Есть у вас огонек, и есть у вас вот этот дьявол, дьяволеныш, чертик. С вами нельзя входить в конфликт, потому что вы... Ну, здесь по карме ударит, да, или вот вернется что-то обратное. Как будто бы вот у вас есть определенно какая-то такая энергия, которая может вот именно запустить этот самый бумеранг. И женщина это понимает. Она в какой-то степени даже сторонится вас, осторожничает и вот как-то защищается. Боится, да, переступить какую-то вашу границу. Даже боится, возможно, и спросить о чем-то вас, потому что личном, потому что вы быстро ее раскусите и поймете, да, что она любопытничает или собирает сплетни.
Ну, вот тут она считает, вы и святая, и дьявол в одном лице. Да, вот хочется сказать сюда жрица, тайная жрица. Такая вы женщина, которая, возможно, владеет какими-то навыками, тайными знаниями. Но в то же время, да, вы можете запустить что-то черное. Вы можете отомстить. Да, вы мстительная, она считает. Потому что вы знаете себе цену и защищаете, говорю, свои границы. Притом вас тут все замечают, что вы такая и шевелитесь, и двигаетесь, и быстро бегаете, ходите, успеваете сделать сразу несколько дел, получаете все от жизни по максимуму. Даже, вы знаете, как будто бы вы и купаетесь в роскоши, и полностью, да, в какой-то любви, то есть одарены любовью, умеете и влюблять в себя, и сама влюбляетесь. Вы вот какой-то не человек, вы надстандартный человек, вы могут даже думать, какое-то оно существо, да, которое умеет то, что не умеет человек. У вас вот какие-то вот есть определенно, или же вы женщина, которая, ну, непростая, не из мира физического, а из мира какого-то духовного. Блин, тут одни старшие арканы. Здесь говорит о вашей и силе, и ясности ума, о каких-то, я бы сказала, еще вы несете в себе или дар у вас, или кто-то у вас целитель, или человек, который занимается такими-то практиками и так далее. Но вы несете в себе чей-то дар, у вас он есть. Возможно, вы, кстати, умеете лечить души. Кстати, несколько раз об этом говорят, что вы раненое сердце вылечите или психологическую боль. Возможно, умеете из людей вытаскивать ту информацию, которая вам нужна, и помогать ее трансформировать. Думают, ну, тут не думают, тут говорят, скорее всего, о том, что опять о деньгах речь идет, что вы свои ресурсы зарабатывали сами, честным трудом. У вас на это есть какие-то доказательства, да и, в принципе, вам доказывать ничего не нужно, все видят вашу работоспособность, что вы очень такая работящая женщина, которая не ленивая. Это не так, что вам наследство оставили, нет. И очень счастливая, вам постоянно везет в деньгах. Могла бы у вас быть мировая какая-то слава в чем-то, да, есть у вас какие-то таланты, вы бы могли быть очень талантливым кем-то. Или вы, если занимаетесь чем-то, то вы делаете это с душой, и у вас это очень хорошо получается, я бы сказала, даже профессионально. Человек вы и дорог своих, и кому-то вы открываете дороги. На самом деле вы даете дельные советы и вовремя. Даже мужчины понимают это, хотя в это не верят вообще никак. Атеисты какие-то. Да. То есть вы вот как сказали, так и сбылось. Или как напророчило. Или же вы показали путь, и он оказался верным. Не потому что, например, напророчило, а потому что у вас есть какой-то определенный опыт. Да, или вы очень умна. Вас надо слушать. У кого-то что-то сработало по вашему методу, по вашей рекомендации. Вам верят из этого. Верят, но боятся вас. Вы такая, знаете, с вами нельзя плохо, с вами нужно только хорошо. Иначе здесь что-то от вас прилетит. Вас люди боятся или осторожничают. Сами можете заметить, да. При виде вас поправляют челочку, платьюшко, отряхаются и так далее. Вот так вот втягивается животик, как вы заходите в кабинет. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведескара.